Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о приметах на кладбище, которые мертвые посылают живым, и как понять смысл вот тех знаков, которые на кладбище посылают мертвые, усопшие, которых нет в нашем материальном мире. Очень важная и ценная информация. После этой информации вы будете понимать и знать, как усопшие, которых нет в нашем материальном с вами мире, могут посылать вам знаки, что они хотят вам сказать. Очень важная и ценная информация. Также, что делать, если вас на самом кладбище спрашивают, как пройти туда, в то или иное место. Здесь тоже нужно знать и понимать, что нужно сказать. Поэтому, друзья, обязательно просмотрите это видео от начала до конца и поделитесь с теми, кому оно действительно будет важно и интересно. Прямо сейчас ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас на канале очень много полезной и важной информации. Вы знаете, каждый из нас приходит на кладбище для того, чтобы вспомнить усопшего, прийти на могилку, убрать могилку, вспомнить добрым словом и так далее. Конечно же, усопшие, их души, энергии, кому как удобнее будет услышать, нам помогают. Они нам подсказывают, да, они находятся в мире мертвых, в нематериальном мире, но они также продолжают жить, творить, созидать, только на другом уже уровне. Это для того, чтобы вы понимали. Но все равно мы с вами как минимум раз в год посещаем кладбище, кто-то чаще это делает. И очень важно понимать и знать, как усопшие подают вам сигналы. При этом эти сигналы могут быть на самом кладбище. Есть люди, которые боятся этих сигналов, прямо сразу чуть ли не бегут с кладбища, не стоит этого делать, потому что те люди, которые вас любят, но которых уже нет в материальном мире, они хотят вам помочь, они дать вам хотят какие-то подсказки. Поэтому не стоит этого бояться. Если вы хотите, в этот момент просто прочитайте молитву, тоже «Отче наш», или, возможно, вы что-то другую знаете молитву. И после кладбища сходите еще раз в церковь, поставьте за упокой усопших, помолитесь. Это тоже поможет. Итак, давайте рассматривать, какие сигналы усопшие подают живым на кладбище. Возможно, иногда вы чувствовали, что вы находитесь на кладбище, вы находитесь у могилы покойного, и вы прямо чувствуете, что человек, к которому вы пришли, которого нет в материальном мире, он рядом. При этом вы смотрите своими глазами, никого не видите. И это неспроста. Многие думают, что-то им показалось. Нет, это человек, которого нет в мире нашем живых. Он пытается просто побыть с вами, возможно, вас как-то поддержать, возможно, вам дать какие-то подсказки, помочь. Поэтому научитесь, когда вот вы идете на кладбище, это очень важно, никогда не идите с плохим настроением, с тяжелыми мыслями, потому что энергетика кладбища, она сама по себе очень тяжелая. И когда вы идете вот еще с какими-то дурными мыслями, со слезами на глазах, в депрессии, то вот именно это все еще и удваивается, утраивается. Поэтому, чтобы такого не было, вы всегда должны приходить на кладбище, вот знаете, в таком спокойном, умиротворенном состоянии. Далее. Находясь на кладбище, вы у могилки, вы можете слышать знакомый запах. Как он может проявляться? Ну, например, это может быть запах духов, которые любил покойный. Или вы знаете, например, как ваша любимая бабушка когда-то пекла вкусные пироги, и у нее был особый запах. Может быть и запах дома быть, или квартиры быть. Такое тоже возможно. Это говорит о том, что кому вы пришли на кладбище к своим любимым, родным людям, которых нет в материальном мире, они дают таким образом вам знак, что они здесь, что они рядом с вами, что они вас видят. Далее, бывают такие ситуации, что вы, находясь на кладбище у могилки,
убираете, в то же время рассказываете свои какие-то хорошие воспоминания из жизни. Помним, мы на кладбище не плачем, потому что таким образом вы не только себе вредите, но и вредите усопшему. И вы можете увидеть поблизости птичку, ящерицу, которые промелькнули рядом с вами. Это может быть воплощение души покойного. Бывает так, что птичка или ящерка может остановиться где-то рядом с вами в нескольких метрах, и даже что-то, вот птичка может что-то начинать вам как будто рассказывать, знаете, прямо с эмоциями, знаете, такое впечатление, что это человек начинает что-то рассказывать. Или ящерица может глазами бегать и давать вам какие-то определенные знаки. Конечно же, в некоторые моменты иногда это сложно воспринимать, но если вы будете внимательными и вы будете находиться в состоянии баланса и гармонии, то вы все эти знаки будете спокойно видеть. Далее. Обращаем внимание, что духи умерших могут ронять предметы. Вы сейчас удивитесь, но это так и есть. Вот самый простой пример, возможно, вы не обращали на это внимание, но вы, например, находитесь на самом кладбище, и вы решили налить, например, компотика в стакан, или, возможно, газированной сладкой водички, которую любил покойный, да, и при этом стакан находится на ровной поверхности, по идее его никто и ничто не может ни зацепить, ни тронуть и так далее, но он сам по себе упал. Знаете, это душа вашего близкого так подает знак, что она рядом и что ей приятно, что вы принесли какие-то угощения. Мы не говорим о том, что на кладбище нужно накрывать целый стол, но какое-то что-то символическое вы можете принести. Далее, бывает следующая ситуация. Вы хотите уже уходить, и выходя из оградки вокруг захоронения, да, ни с того ни с сего вы одеждой за нее зацепились. Это говорит о том, что усопший не хочет вас отпускать. Вы должны понимать о том, что здесь ничего ужасного или страшного нет. Просто это говорит о том, что душа усопшего, возможно, хочет с вами еще поговорить, то есть побыть, чтобы вы побыли, просто вы находились вот рядом с могилкой. Возможно, в этот момент вам захочется что-то рассказать, но только рассказывайте, пожалуйста, какие-то хорошие истории, ни в коем случае ничего плохого, потому что на кладбище есть и сущности низшего порядка, которые только и ждут момента, чтобы подпитаться негативной энергией. То же самое, никогда не плачьте, не ругайтесь на кладбище, не выясняйте отношения, это просто-навсего ни к чему. Далее, следующая ситуация. Вы находитесь на кладбище, у могилки, убираете, например, или просто присели и общаетесь, соответственно, с покойным. И вдруг ни с того ни с сего вы слышите рядом голос покойного. Это может быть как шепот, или может быть какое-то, как, знаете, вот какое-то слово быть, которое вы знаете, что этот человек при жизни вот пытался каким-то образом вам подать определенный какой-то знак. Это может быть громкое карканье ворон даже. Это говорит о том, что усопший пытается подать вам знаки, и вам стоит на это обращать особое внимание. Вообще, любое действие на кладбище, оно должно быть с вашей стороны в первую очередь продумано. Еще раз повторимся, кладбище – это мир мертвых, никак не живых. Если вы обращали внимание, на любом кладбище есть границы, где заканчивается кладбище и начинается уже обычная наша с вами жизнь. Возможно, вы замечали, есть на кладбище, в которых есть четкие заборы, сделанные из камня, где-то заборы из железки, где-то еще как-то, но это неспроста. Вот на эту территорию ни в коем случае нельзя заходить. Бывает так, что уже старое заброшенное кладбище, и люди начинают заходить. Ни в коем случае этого не делайте, всегда заходите только в том условном месте, где есть калитка, никак по-другому. Далее.
Бывает такая ситуация, что вы на кладбище к своему родному, близкому, усопшему человеку поставили крест, поставили памятник или могильный камень. Разные бывают ситуации, но на что здесь стоит вам обратить внимание? Крест может упасть. Памятник, сделанный из камня, да, может быть треснуть. О чем это говорит? Вот здесь очень важно обратить внимание это на то, что в том мире душа покойного испытывает, к сожалению, какие-то ужасные муки, то есть ей нехорошо, ей очень тяжело, и именно на вот этом физическом нашем плане это произошло вот именно через то, что упал крест, памятник где-то треснул или что-то произошло, то есть вы увидите в физическом плане, что что-то не так. И что здесь в этом случае нужно делать? В таком случае нужно за усопшего помолиться. Возьмите, закажите 40 уст, возьмите, начните сами молиться, начните ставить свечки в храме или дома зажигать свечи, но свечи именно церковные, это может быть и лампадка даже, молитесь. Если вы видите, что и в вашем доме происходят какие-то не очень хорошие ситуации, пригласите батюшку, во-первых, сами пойдите на встречу с батюшкой, пообщайтесь с ним, проконсультируйтесь, потому что они в этом очень сильно и хорошо разбираются. И пообъясните именно ситуацию, что в вашем случае, и что, например, вы хотели бы осветить свой дом или свою квартиру. Даже если вы и арендуете, все равно попросите батюшку, чтобы он пришел и осветил ваш дом или ту квартиру, в которой вы на данный момент проживаете. Это очень важно. Далее. Бывает так, что вы решили условно идти в субботу на кладбище или едете на кладбище, и накануне вам снится покойный. И очень важно, чтобы в этот момент вы запомнили этот сон. Что происходит в этом вашем сне? О чем вас покойный просил? Это может быть все что угодно. Ну, например, попросил еды или что-то приготовить, например, то, что вы готовить очень вкусно, или передать кому-то что-то. Это говорит о том, что покойный желает, например, если это, что он хочет, чтобы вы его покормили, это говорит о том, что вам нужно людям, которые у вас не по крови, то есть не кровные ваши родственники, угостить именно этим блюдом. Бывает так, что, например, вы, допустим, сегодня четверг-пятница, вам приснился ваш близкий родственник, да, которого уже нет в мире материальном, и он, например, просит приготовить там, допустим, борщ допустим, с домашним хлебом, да, что-то из мяса или из рыбы, то, что он любил. В таком случае вы знаете, что вы в субботу планировали идти на кладбище, пойдите на кладбище и пригласите, соответственно, на обед там соседей, знакомых. Не обязательно это должно быть много людей, это может быть буквально 2-3 человека, и вы объясните, что вы приглашаете на поминальный обед, вот, и вы знаете, люди вас поймут, обязательно придут, и таким образом вот через людей, которые не по родственной связи, вы тем самым его, можно сказать, накормите, исполните его просьбу. Бывает так, что просят какие-то, чтобы вы вещи кому-то передали, раздали, или бывают какие-то просьбы, которые вам вообще не ясны, да, или, то есть спокойно о чем-то вас просят, но проснувшись, вы не помните о чем. Поговорите с близкими, с родными, объясните, что вот покойный просил передать или подарить кому-то что-то, и вы не понимаете, что это. И вы знаете, кто-то все равно вспомнит, найдет точки соприкосновения и поймет вообще, о чем идет речь. Да, бывает так, что во снах нам усопшие говорят какими-то загадками, поэтому научите свой мозг, подсознание заставлять задавать вопросы, то есть быть во сне активным. Это очень сложно, но это все можно развивать в себе. Далее. На что еще обращаем ваше внимание? Бывает так, что очень люди привязаны были к покойному человеку. И, соответственно, приходя на кладбище, человек начинает плакать, достаточно сильно реветь, обращаясь к покойному, говоря о том, что зачем ты меня оставил здесь одну, и что мне теперь делать, а как мне жить, и так далее, и так далее. И в этот момент вы можете прочувствовать, находясь на кладбище,
кладбище или находясь у могилки, например, вы можете ощутить, что на вас, например, упала веточка, или вы можете почувствовать ветер, ощутить. Это не может быть какой-то сильный, но вот он ни с того ни с сего проявился. Это говорит о том, что душа покойного просит вас отказаться от вот этой истерики, от этих слез, от этого депрессии, от этой скорби, потому что вы вот своими эмоциями, слезами, болью, вы тянете его назад, вы тянете вниз, то есть он находится в нематериальном мире, где совсем существуют другие законы, правила, но мы с вами, находясь в материальном мире, мы наоборот его тянем вниз, мы его не отпускаем туда, где он должен дальше двигаться по своим определенным этапам и цепочкам. Это обращаем на это ваше внимание. Бывает и так, что вам могут даже присниться ваши близкие, родные, которых уже нет в этом мире, с тем, чтобы вы перестали, например, плакать или ходить на кладбище, или рассказывать какие-то сплетни и так далее, и так далее. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Не игнорируйте эти подсказки, потому что потом это просто вам может очень сильно аукнуться. Далее, бывает так, что вы находитесь на кладбище, вы просто идете по кладбищу, допустим, идете к могилке усопшего, да, или вы что-то шли, остановились, решили посмотреть в небо. Бывают разные ситуации, и к вам внезапно подходит незнакомец, при этом вы его вообще не знаете, вы никогда раньше его не видели, и может вам задать случайный вопрос. Вот этот вопрос может вообще никак быть не связан. Например, могут спросить дорогу. Вот именно на кладбище, вот просто могут спросить дорогу. Казалось бы, что за вопрос, да, все на кладбище, и все-таки это не место для того, чтобы делать экскурсии и так далее, но вас могут спросить вот именно дорогу. Всегда указывайте прямо, это очень важно. Почему? Потому что вот в виде этого человека, который вас спросил, вы видите его в материальном плане, как человека, но в реальности это проводник душ усопших, который отводит их на суд. И вот ваша задача именно показать дорогу прямо. Просто скажите, идите прямо. Вот это очень важно. Ни влево, ни вправо, ни назад. Это очень важно. Прямо себе запишите или запомните, вот именно хотя бы сказать слово прямо. Для того, чтобы тот человек, которого нет в нашем материальном мире, ему было легче достигнуть вот тех высот в том мире, и ему было легче там находиться. Вот такой, друзья, очень важной ценной информацией мы хотели с вами поделиться. Теперь вы точно знаете, как мертвые посылают знаки, подсказки живым на кладбище. Теперь вы знаете, как их распознать и понять, о чем это говорит. Главное, не бойтесь этих знаков, да, особенно когда первый раз это происходит. Человек иногда оказывается в таком вот ступоре, он не знает, что делать, он боится, думает, что это касается его личной жизни, его финансов и так далее. Нет, это усопшие. Дело в том, что они находятся в нематериальном мире, и они уже не могут общаться с нами, как вот мы с вами с друг другом общаемся и видим. Потому что это другой мир, это другой уровень, там другое время, другие законы и так далее. Да, это сложно иногда понять, но чтобы к этому прийти, нужно пройти определенные жизненные уроки или оказаться вот буквально там на какую-то секунду или на пару минут. Тогда человек начинает по-другому мыслить и видеть все, что происходит. Вот такой, друзья, важной ценной информацией хотели поделиться. Возможно, у вас есть какие-то свои истории. Если какие-то моменты, обязательно в комментариях напишите к этому видео, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, не забывайте делиться этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна. Но прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, друзья, услышимся в следующем видео.